Осенью 1941 года немцы осознали таки, что блицкрига им не видать, как шнапса было не найти в довоенном Воронеже, и решили кое-что поменять в своей стратегии. Долгосрочная война требовала финансовых вливаний, большого количества трудовых ресурсов, сырья. Если финансов у Гитлера в принципе хватало, то все остальное он планировал взять на Востоке. Металл, нефть в богатых этим делом районах СССР, рабочую силу там же. По данным, которые принято считать достоверными, всего на немцев работало около 5 миллионов советских граждан. Из них около 2,5 миллионов украинцев, 40 тысяч белорусов. Остальных и того меньше, если не считать русских. Я предлагаю в этом видео толковать слово «русских» широко, ведь для немцев любой советский солдат или мирный житель был русским. А поговорим мы именно про женщин. Как складывались их судьбы? По-разному, нельзя сказать, что как-то одинаково. Рекомендую прочитать книгу Хезер Моррис «Татуировщик из Освенцима». Там речь в основном про поляков, но это сути не меняет. Произведение основано на реальных событиях, и там прилично рассказывается про судьбы женщин. Одинаковые у всех только начало. Осмотр, татуировка, а дальше либо в расход, либо в брак с нечеловеческими условиями, либо на завод, либо к фермерам. Все варианты не очень, но одни лучше других несомненно. Были и такие дамы, которые по собственному желанию или от безысходности сожительствовали с немцами. В Германии это не приветствовалось, но были случаи. Не будем детально рассматривать самые печальные варианты, хоть и многие русские женщины не вернулись на родину. Одних умышленно уничтожали, над другими ставили опыты, третьи не выдерживали тяжелых условий. Многих физически сильных пленниц брали работать на заводы, промышленные предприятия трудились на благо армии. Одни шили форму, вторые производили технику, третьи моторы для самолетов и так далее. Гитлер награждал владельцев, поощрял развитие производства и так далее. А выдающихся показателей добивались в том числе русские женщины. Жить и работать было трудно, смена могла длиться 16 часов, выходной давали всего лишь один, если давали. С оплатой труда все было сложно. Немцы никогда не признавали, что на их заводах и фабриках трудятся самые настоящие рабы. В Германии людям, пригнанным из Восточной Европы, якобы даже зарплату платили, но очень хитро уж это делали. Во-первых, большую часть денег сразу удерживали за питание и предоставление жилья. Только вот жили женщины либо в бараках без тепла и прочих условий, либо тут же, на заводе. Про еду и говорить не приходится. Строгие нормы, продукты низкого качества. По некоторым сведениям, без источников, некая валюта среди рабочих ходила, но на эти деньги почти ничего нельзя было себе позволить. Вспомнилась забавная и грустная ситуация, в которую попала одна моя знакомая в конце 90-х годов. Кризис, зарплаты маленькие, продукты дорогие, а она работала на одном заводе в России, в своем городе. Владелец завода не бедствовал, содержал несколько продуктовых магазинов. Зарплату на заводе выдавали так: 85% деньги, 15% карточки на продукты, которые можно было отоварить, естественно, в магазинах компании. А в этих магазинах цены были немного дороже, и выбор товаров так себе. Но приходилось использовать именно эти карточки. Вот и у немцев было что-то подобное. Если и можно было приобрести какие-то хорошие продукты, то не по тем ценам, которые действовали для жителей Германии, и не в тех местах. Больше всего везло тем, кто попадал работать куда-нибудь на ферму. Тоже разные случаи были, но многие местные нормально относились к мирным пленным. Та же Хезер Моррис писала, что немцы иногда подкармливали поляков, приносили колбасу и шоколад. Вот и на фермах работников неплохо кормили. Подчеркну, что далеко не всех и не всегда. Все же немцы были тоже разные. В семьи устраивали русских женщин домработницами, гувернантками, нянями. У них были лучшие условия из всех. Везло женщинам с арийской внешностью, блондинкам с голубыми глазами. В целом же, конечно, это было обычное рабство, обыкновенный фашизм. Письма домой. Хочу отдельно остановиться на этой теме, потому что, судя по всему, родные многих угнанных в плен знали, где находятся пленники. Немцы играли в защиту прав человека, давали писать письма, но хорошенько их рецензировали. Впрочем, находчивые русские женщины находили способы, как сообщить родным о бедственном положении. «Здравствуй, мама. Живу я нормально. Работаю.
кормят хорошо. Примерно как в 1933 году у нас. Думаю, вы догадались, почему речь во многих письмах шла про 1933 год. Некоторые вообще не писали писем, чтобы не расстраивать родных. Примерно так все было. Как точно, никто не скажет. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.